Хотите попробовать себя в фотоиндустрии, но у вас маленький бюджет? Или же просто хотите купить себе новую камеру, но не знаете какую, не знаете, какую линзу к ней взять, или не хотите просто через неделю использования взять и положить эту камеру на полочку и доставать ее только по праздникам? Я вам предложу ультимативное решение, которое подойдет как сетап для путешествий, для использования дома, а также станет отличным началом для тех, кто стремится делать профессиональный контент. Данный сетап в самом начале поможет вам избежать ошибок и делать вместо таких фотографий такие. Не будем терять времени, поехали! У меня в руках Canon RP. Это самая бюджетная полнокадровая беззеркальная камера, которая позиционируется как камера для фотолюбителей. Цена такой камеры варьируется в районе $1000. Главный минус этой камеры – это ее видеохарактеристики. Это отличная камера для фотографа, но не для видеографа. Эту камеру по качеству картинки часто сравнивают с Canon 6D Mark II, которая, кстати, позиционируется как камера для профессионалов, в то же время как Canon RP позиционируется как камера для любителей. Но на деле Canon RP выдает такую же картинку, так как у них идентичная матрица в 26 мегапикселей. Но при этом Canon RP имеет гораздо лучший автофокус, в целом новую начинку и во многом выигрывает у 6D Mark II. Отсюда и вопрос, так для любителей ли эта камера? Я считаю, что эта камера вполне удовлетворяет всем запросам профессионалов, и то, что она стоит внизу линейки беззеркальных камер, не делает ее плохим выбором. Но важно понимать, что только камера не дает отличный результат. Выбор оптики, на мой взгляд, имеет даже большее значение, так как без качественной и правильно подобранной линзы у вас не будет такого же хорошего и резкого результата в фотографиях. И здесь я рекомендую лучший вариант, по моему мнению. Это Canon RF50 с диафрагмой 1.8. Это один из самых легких компактных светосильных объективов с автофокусом для полнокадровой камеры. При этом он очень качественный, быстрый, резкий и совершенно бесшумный. Диафрагма 1.8 даст вам возможность снимать отличные кадры в условиях слабого освещения, при этом получать кадры с отличным размытием фона и просто волшебную картинку. И последнее, что вам нужно для получения безупречных фото, это ND-фильтр. Если вы не понимаете, что это такое и для чего он нужен, то самым простым объяснением будет: это по сути солнцезащитные очки для вашей камеры. С помощью этого фильтра вы сможете избежать пересвета в кадре, увеличить светотеневой диапазон, который позволит вам в дальнейшем лучше обрабатывать фотографию, а также даст возможность снимать в солнечный день при максимально открытых значениях диафрагмы. Фильтры бывают разной интенсивности, от ND2, ND4 до ND32, ND64 и даже больше. А также бывают универсальные, где значение и интенсивность вы можете регулировать вручную. Производителей также много, и от этого может варьироваться цена от $10 до $200. Но не пугайтесь сразу, я вам могу предложить фильтр, которым пользуюсь я. Это китайская компания Cassi. Один такой фильтр можно купить за 40-50 баксов, что довольно недорого, если сравнивать с теми, которые рекомендуют другие профессионалы. А по качеству у меня к ним нет никаких претензий. Лично я пользуюсь ND8 и ND16. Восьмерки вполне достаточно для повседневного использования. Одна хороша для съемки в помещениях, на улице. Лично я ее еще использую как защиту для моей линзы. А 16 уже можно использовать для того, чтобы снять кадр напротив солнца или же в очень яркий солнечный день. В заключение хотел бы сказать, что выбор этой техники – мое личное субъективное мнение, и каждому нужно думать своей головой. Камера для профессионалов и камера для любителя – это всего лишь ярлыки. Главное помнить, что профессионал – это человек, а камера – это инструмент. И неважно, какой инструмент в руках у профессионала, результат всегда будет отличным. Если вам было полезно это видео, жмите лайк, все ссылки на мои контакты в описании. Если есть вопросы или критика, добро пожаловать в комментарии. А вот немного фотографий, сделанных лично мной на этот сетап.